Друзья, всех приветствую! Сегодня мы рассмотрим с вами тему пломбировочные материалы. Эта тема может быть особенно полезна для студентов стоматологических факультетов, которые только начинают свой путь в профессии. У себя на экране вы можете наблюдать определение. И следует сказать, что пломбировочные материалы– это основа любой стоматологической работы, ведь они позволяют нам восстанавливать зубы и сохранять их функцию. Если мы задумаемся о классификации, то на самом деле их существует огромное количество. Но сегодня мы постараемся сформировать, так скажем, каркас, на который в дальнейшем мы сможем накладывать все новые и новые знания. Таким образом, у нас есть пломбировочные материалы, которые в свою очередь делятся на материалы для постоянных пломб. Они бывают неметаллические и металлические. К металлическим относятся различные виды амальгам. В современной стоматологии, как правило, их практически уже не используют, но в курсе обучения в ВУЗе вы с ними будете постоянно сталкиваться. К неметаллическим относятся цементы и композиты, также компомеры. Это наиболее популярные материалы, которые используются в стоматологии. Они также делятся на свои различные классификации, но мы их сейчас рассматривать не будем. Материалы для прокладок. Прокладки бывают лечебные и изолирующие. Лечебные делятся на донтотропные и противовоспалительные, и по их названию можно понять, какую функцию они выполняют. Соответственно, противовоспалительные снимают воспаление, а донтотропные они стимулируют формирование заместительного дентина. Современные лечебные изолирующие прокладки объединяют в себе все функции как лечебных, так и изолирующих прокладок. Также у нас есть материалы для временных пломб и повязок, материалы для пломбирования корневых каналов, а также для герметизации фиссур, то есть силанты. Требования к стоматологическим материалам достаточно обширные, но мы рассмотрим ключевые пункты, по которым пройдемся. Быть биосовместимыми, то есть материал не должен вызывать существенных негативных реакций в организме, не растворяться в ротовой жидкости. Было бы странно, если бы мы вносили пломбировочный материал, и он бы просто под действием слюны у нас растворялся. Обладать низкой теплопроводностью, не изменять цвет во времени, тоже достаточно спорный пункт. Обладать минимальной усадкой, чтобы не нарушать краевое прилегание. Обладать твердостью, близкой твердости зуба, чтобы противостоять истиранию. Конечно, ни один пломбировочный материал не сравнится с эмалью по твердости. Хорошая полируемость и, конечно, рентгеноконтрастность. Для чего нам нужна рентгеноконтрастность? Сейчас мы видим прицельный снимок, на котором мы сразу понимаем, где у нас свои ткани зуба, а где у нас пломбировочный материал. Этот прицельный снимок хорош не только тем, что мы видим пломбировочный материал на коронке зуба. Вот он беленький. А также мы видим пломбировочный материал для корневых каналов. Вот пролеченный корневой канал. Конечно, он пролечен не очень хорошо, поэтому здесь образовался вот такой патологический очаг. Примерно так на панорамном снимке выглядит пломбировочный материал, и мы сразу понимаем, какие зубы у нас лечились, а какие нет. Говоря о пломбировочных материалах, мы не можем не затронуть компании, которые их производят. Такие как 3M, Takuyama Dental, Dentsply Sirona, Care и многие-многие другие. Кто-то уже ушел с рынка, кто-то остался, но стоматолог в повседневной практике с продукцией представленных компаний встречается практически каждый день. Зачастую для студентов будет полезно ходить на обучающие курсы, которые они проводят. Как правило, они бесплатные, могут раздавать даже какие-то подарки, но самое главное, что на курсах могут рассказывать современные методики лечения, о которых вам не расскажут в ВУЗе. А даже если расскажут в ВУЗе, то вы, скорее всего, там ничего не запомните, а когда придете на курс и будете вовлечены в процесс, вероятность успеха намного выше. Также есть отечественные компании, такие как Владмива и Технодент. Возможно, есть еще какие-то другие, о которых я не слышал, но это самые такие популярные, наверное. Они тоже участвуют в гонке по созданию все более и более совершенных пломбировочных материалов, и им стоит отдать должное, что они хотя бы что-то делают.
В заключение хотелось бы сказать, что, конечно, можно было бы за раз снять двухчасовое видео и раскрыть все аспекты, но я считаю, что это не совсем целесообразно с точки зрения усвоения информации. Если вам что-то непонятно, то это нормально, потому что информации много, она разнообразная. Достаточно сложно смотреть видео, читать книги, но не использовать это все на практике, потому что стоматология — это такой вид деятельности, который познается эмпирическим путем. И в процессе работы даже ассистентом стоматолога буквально за 2-3 недели вы выучите весь инструментарий, весь пломбировочный материал, который используется у вас в клинике, и в дальнейшем вам обучение будет даваться проще. Ни для кого не секрет, что сейчас в стоматологических вузах достаточно мало практики, но можно злиться, материться, можно не принимать правила игры, но я считаю, что мы должны каким-то образом синтетическим путем найти себе возможность практиковаться. Как это сделать, это тема для отдельного видео. Сейчас мы об этом не будем говорить. Если данная информация была вам полезна, то вы можете поделиться со своими однокурсниками, подписаться на канал. Если канал будет развиваться естественным путем, я увижу адекватную обратную связь, то в дальнейшем мы будем звать врачей с большим опытом, которые будут делиться с нами интересными клиническими ситуациями. А на этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч!